Территория в несколько сотен квадратных метров, огороженная рядами колючей проволоки. Однообразно одетые солдаты, лица, лишенные индивидуальности, и дни, похожие один на другой, как две капли воды. Добро пожаловать в дисциплинарный батальон Дальневосточного военного округа. Дисциплинарные батальоны – специальные войсковые части, куда по решению суда направляются военнослужащие, совершившие как воинские, так и общеуголовные преступления на срок не более 2 лет. На первый взгляд дисбат – это обычная воинская часть. Те же казармы, медпункт, баня, комната досуга. Вот только передвигаются солдаты или бегом, или строевым шагом. Так положено по уставу. А устав в дисбате доведен до абсолюта. Подъем в 6 утра и сразу несколько контрольных построений. Распорядок дня в батальоне подвержен одной цели – дисциплине. После непременного медосмотра, умывания и завтрака начинаются обязательные каждодневные занятия. Сначала методичное заучивание устава. 2 часа до обеда и 2 часа после солдаты повторяют за офицером, что же включает в себя понятие «воинская дисциплина». Воинская дисциплина. Воинская дисциплина. Есть строгое. Есть строгое. И точное соблюдение. Всеми военнослужащими. Порядка и правил. После 2 часов зубрежки устава солдаты бегом отправляются на строевую. Здесь в течение еще 2 часов до автоматизма отрабатываются все элементы строевой подготовки. Следом за строевой занятия по физподготовке. Еще 2 часа бега и всевозможных упражнений до полного изнеможения. Потом короткий перерыв на обед. В столовую тоже бегом, по-другому передвигаться нельзя. Устав. Солдатский стол скудным не назовешь. В рационе осужденных есть свежие овощи, рыба, мясо. Причем в любой день, а не только по праздникам. А после приема пищи все повторяется сначала. 2 часа изучения устава, 2 часа строевой и столько же физподготовки. От такого распорядка у многих не выдерживают нервы. Возникают конфликты. Но нарушившего строжайший дисциплинарный порядок хоть на йоту ожидает батальонная гауптвахта. Аналог зоновского штрафного изолятора. В одиночную камеру изолятора можно попасть на срок до 30 суток. Охрана здесь еще надежней, а распорядок дня еще строже. Все время, кроме 8 часов сна, в тесной камере арестованный может только стоять. Присесть разрешается лишь на несколько минут. Почему попали сюда в изолятор? Нетактичное поведение с начальником. Почему позволили себе нетактичное поведение? Ну, во-первых, меня спровоцировали. Пришлось ответить нетактично. В своих поступках раскаиваетесь или нет? Ну, частично. Но таких частично раскаявшихся или не осознавших вообще в батальоне немного, потому что, попав в дисбат, осужденный в первую очередь обязательно проходит через психолога. Его работа заключается прежде всего в оказании помощи любому обратившемуся. А таких немало. Во многом благодаря работе психолога к осужденным приходит осознание совершенной ошибки. Совершил большую ошибку. Я понял, что лучше дослужить в своих войсках и вернуться спокойно домой. Дома ждут родные, близкие, мама, папа. Здесь человек понимает многое, осознает многое. А с другой степени, действительно, если бы тогда не было вот этой вот драки, может быть, за этот год, может быть, что-то было по-другому, может лучше, может хуже. По словам психолога дисбата Алексея Малича, желания попасть сюда нет ни у одного человека. А неуставные взаимоотношения возникают во многом от того, что люди приходят в армию уже со сложившейся психологией, зачастую воспитанной улицей и ее дикими нравами. Пресекать надо неуставные отношения на корню и в самом начале, когда обращаются не по уставу, когда идет оскорбление, матом в том числе. То есть на начальном этапе. Если будут делать замечание и грозить пальчиком за неправильное поведение, то есть изначально, то, естественно, и не дойдет дело до рукоприкладства. Специальных дисциплинарных войсковых частей в России всего 5. Одна из них в Дальневосточном военном округе. Здесь находятся военнослужащие срочной службы со всех родов войск, осужденные за различные преступления. Сейчас их более 450 человек. Большинство сидит за неуставные взаимоотношения, остальные за самоволки и уголовные преступления, воровство, грабежи, хранение наркотиков. Все идет до поры до времени, когда-то наступает точка. Посмотрел один
тот ударил того, другой ударил того, ничего не произошло. Думаю, и я ударю. Ударил, силу не рассчитал, перелом челюсти, сломан нос. Сразу идет уже госпиталь, свидетельствование. И отсюда статья. Попадают сюда по решению суда на срок от 3 месяцев до 2 лет. Но по отбытии не менее половины срока осужденный может быть представлен к условно-досрочному освобождению. Несмотря на то, что территорию по периметру окружает несколько рядов колючей проволоки, у осужденных есть возможность видеться с родными. 2 раза в месяц им положено краткосрочное свидание на 4 часа. Но только на территории части. За колючку осужденные выходят, если отправляются на работу на кирпичный завод. По возвращении тщательный досмотр. За всем происходящим на территории круглосуточно следят солдаты из роты охраны. На каждой вышке часовой, а по периметру постоянно проходит вооруженный караул. Поэтому и случаев побега отсюда за прошедший год не было ни одного. Время службы в дисциплинарной воинской части не входит в срок службы по призыву, но осужденные остаются военнослужащими и носят погоны рядовых или матросов. А по окончании отбывания здесь наказания солдат возвращается в свою часть дослуживать. Наталья Семина, Александр Зуев, Телемикс, новости.